Так, всем привет! Сегодня приехали у нас посылки с AliExpress. Заказывал я их в момент распродажи. Там были скидки. И, в общем-то, это все у нас девайсы в основном для компьютера. Для, так сказать, сборки. Экономили на чем могли. В итоге решили заказать это все дело с AliExpress. Начнем вот с самой большой коробки. Здесь у нас материнская плата. Доставили ее очень быстро, с доставкой на дом в течение 3 дней. Вот. По поводу во сколько обошлась, я потом прикреплю скрин или в процессе сборки компьютера уже озвучу конкретную сумму вместе со всеми запчастями. Вот, во что обошелся вообще наш компьютер, как бы со всеми расходами. Вот. Ну, собственно, начнем их распаковывать. И просто посмотрим, в каком состоянии что приехало. И так далее, как упаковано. Ну, здесь сразу видно ее, наверное, пенали. Такие ударчики приходились. Так, в целом, упаковка практически не повреждена. Вот, единственное, только вот таких два у нас отверстия. Ну, здесь вот тоже были удары, но не пробило. Смотрим дальше. Вот такой вот провод SATA в комплекте. Сама мать. Потом это у нас решетка. Здесь у нас пакет как там его называют, сатанинский или еще какой. Потом подложка и сама материнка. Здесь увеличенный радиатор у нас. Потом переходник под кулер. Ну, собственно, сказать ничего не могу. Батарейка отправляется без батарейки, потому что для перевозки, как там написано, батарейка не кладется в комплект. Вот. Ну, я их заказывал с AliExpress, у меня этих батареек много. Вот. Так что с батарейкой проблем нет. Ну так, на вид все нормально. Сделано добротно. Не хуже, чем магазинная обычная материнка. Та же брендовая любая. Вот. Я конкретно выбирал машинист X99 RS9. То есть это получается какая-то там обновленная модель. Вот, с увеличенным радиатором. Так что как бы пока это все вот так вот. Потом у нас здесь еще по мелочи также есть. Посмотрим, что здесь. Пакет пустой. Ну, начнем подряд распаковывать. Здесь не все для компьютера, еще там какие-то вещи я заказывал, уже не помню что. Так, здесь у нас браслет под Mi Band. Но, к сожалению, бендов сейчас нет, примерить мы не сможем, но обычный ремешок, вроде добротный. Как по мне, ничем не отличается от оригинального, который шел с бендами. Вот, а здесь у нас, по идее, должно быть стекло на бенды. Ну да, это у нас салфетки. И вот само стеклышко. Вот, так что, как бенды у нас в руки попадут, так мы их и применим. И стекло, и браслет. Дальше у нас следующий пакет. Здесь у нас флешка Samsung. Вот с таким ремешочком. USB флешка на 32 гигабайта. Я заказывал 3.1 скорость. То есть скоростная быстрая флешка от Samsung. Со скидкой она мне что-то обошлась, там что-то рублей 900 что ли, плюс Letyshops, там какая-то тоже скидка была. Вот. Так что должна быть неплохая. Как тут она распаковывается. В
общем-то, вот такая она маленькая. Этот ремешок для транспортировки. Вот. Так что рекомендую. Вещь хорошая, пригодится. Дальше у нас идет сам, наверное, процессор. Никак не влезет. Да, точно, здесь процессор. Он такой помятый. Видимо, его чем-то прижали или еще что с ним сделали, не знаю. Но сам факт. Это у нас непонятно, силикагель какой-то или что это. И здесь вот такой вот проц. Ну, визуально все нормально. Все хорошо. Ничего вроде бы не замято, не подмято. Вот. Процессор вот такой. Это Xeon 2640 версии 3. Вот. Поэтому, как бы, не знаю, видно вроде бы нормально. Ну, я ссылки в любом случае оставлю на все, что я здесь заказал. И вы уже там сами смотрите. И здесь у нас последний пакет. Упаковано, в принципе, нормально. Ну и здесь DDR4 оператива. У нас получается по планке по сколько гигабайт-то, что-то я не вижу. Планки по 8 гигабайт. То есть две планки по 8 гигабайт серверной памяти. Вот, я заказывал непосредственно для этой сборки. Вот, ну это на первое время, потом, если что, можно расшириться, вот, по памяти. А проца этого для любых игр, в принципе, его за глаза хватит. Здесь единственное, только упремся, наверное, в видеокарту, так как по видеокарте еще пока не решили вопрос. Вот. Возможно, пока будет ставиться затычка там какая-то, гигабайта на 2. Вот. А уже в процессе потом будем думать, что и как мы будем с видюхой решать. Пока все это дело обстоит вот так. Вот такая вот куча ништяков. Вот. SSD-шник у меня есть для компа. Я уже с Алика заказывал. То есть у меня служит уже давно, года 2. Поэтому как бы в ней надобности нет. На 256 гигабайт. Вот. Ссылку я на нее тоже оставлю, на магазин и на сам SSD-шник. Вот. Ну, собственно, все. Сейчас попробуем собрать это все хотя бы как стенд, чтобы хотя бы запустить, проверить на работоспособность. Вот. Ну, а потом уже будем допиливать, собирать и конкретно уже проверять уже более подробно. Сейчас попробуем хотя бы собрать, как говорится, на столе. Вот. И запустить. Ну все, не переключаемся. Итак, ребят, в общем, сооружаю такой маленький стенд перед сборкой в корпус. Вот, сейчас еще раз все соберу, все проверю, чтобы все работало, экран загорался. Вот, а потом уже окончательная сборка будет происходить непосредственно в корпус. Вот, и сейчас я это все подключу, поставлю новый кулер, блок подсоединю новый. Вот, и SSD будет вот такой, то есть это, ну, со старого компьютера с виндой. Вот. Сейчас я это все дело подключу и уже буду смотреть на работоспособность. А уже потом все это дело будем проверять ну, непосредственно в корпусе. Вот. Потому что в корпусе можно собрать, а вдруг что-то не пойдет, и опять это все разбирать, переподключать. То есть лишний, мне кажется, геморрой. Лучше все-таки сначала вот на столе, как говорится, для проверки все сделать. Итак, кулер поставили. Здесь у нас 3 пина. И подключаем его, чтобы он у нас вертелся, как говорится. Так, подключили. Теперь подключаем от блока питания. Сюда вставляем 24. Дальше к SATA подсоединяем
SSD-шник. Запустилось. Вот, экран загорелся в итоге. Спустя несколько часов танцев с бубнами я и спиртом протирал, в общем, и стеркой тер все эти контакты, и память перетыкивал, затыкивал, то есть местами менял, и процессор тоже протирал. Тут что только не делал. Видюху вот вытащил вот из этого старого компьютера. Короче, вот с ней запустилась. Та, что до этого вот 1660 Super, с ней не хотел запускаться. Ну и с этой тоже не сразу, кстати, запустилась, тоже спустя, наверное, минут 40 танцев с бубнами. Я даже через Razer пробовал, все равно никаких как бы признаков жизни не подавало тут ничего. Вот. Потом в итоге запустилось, вот полчаса работает нормально. Вот. Драйвера, там, которых винда не нашла, я доустановил, скачал с интернета. Вот. Сейчас вот поработает немножко. Попробую еще ту видюху подставлю сюда. Возможно, как бы заработает, будет все нормально. Вот. Пока одну оперативку оставил, одну планку. Вот, та, которая серверная с ней приехала. Вот, так что, как бы, полет пока вот такой вот. В общем, я уже даже не знаю, что делать, уже все проверил. Ну, скорее всего, это какой-то гемор с матерью. Потому что в том компьютере, в старом, все собрал с этим блоком, с этой 1660 Super, все работало, все завелось с первого раза. Вот. Но опять же на машинисте вот такой вот геморрой. Я и BIOS уже скидывал, вот этим вот перемычкой BIOS скидывается. Вот. И батарейку менял другую, то есть уже вытаскивал и без нее заводил, и с ней, в общем, ничего как бы не помогало. Вот. И Google не помогал, в общем, то, что в YouTube показывает экран, там никак ничего не влияет. В общем, я голову сломал тут. Вот, в общем, все эти потраченные часы, вот чем-то все-таки завелось. Вот. Ну, не знаю, сейчас подкину сюда 1660 Super и посмотрю. Если запустится с ней, то это будет как бы хорошо. Нет, то не знаю даже, на что еще мне грешить. Понесу ее тогда, наверное, на диагностику эту материнку. Вот. Итак, запуск. 1660 Super просто вставил. Вроде все подсоединил, питание подключил. Поехали. Здесь запустилось. Что у нас на экране? На экране пока ничего. И вот такая, в общем-то, петрушка. Материнка глючит, короче, по-страшному. И не знаю даже теперь, что делать. Сейчас тут опять видюху подкину, с которой запустилась, и посмотрю уже, что будет дальше. В общем, я назад опять поставил эту видюху. Вот. И, в общем-то, опять такая же фигня у меня. Снова ничего не показывает экран. Такой вот черный, нет сигнала. В общем, я такое заключение делаю, что это, скорее всего, что-то этот разъем, вот этот X16, или как он там называется, в общем, материнка попалась такая вот глючная. Вот. И что-то там не проходит, или контакт хреновый, не знаю. То есть ее надо или на диагностику нести, или, не знаю, другую заказывать. Продавцу написал, но так как у меня сроки все вышли, я думаю, что он меня просто пошлет, как бы, и ничего не будет не возвращать, ничего. Вот. Ну, не знаю, буду думать сейчас. Еще покопаюсь, поковыряюсь. Посмотрим, что получится. Итак, ребят, в заключении по этой материнской плате RS9, да, от машиниста, что могу сказать? В общем-то, со всеми танцами с бубном, да, у меня получилось запустить ее, ну, чтобы экран у меня открывался, только 2 раза. Вот. Один раз вот попал в кадр, второй раз не попал. Вот. Я менял местами, то есть видеокарты,
Вот, все протирал и стерками, и спиртом, и менял, и то, и это, в общем-то, бился, скидывал, и что только я не делал. Написал китайцу, он мне опять же начал про то, чтобы я скинул биллс, вытащил батарейку, там, подождал сколько-то минут. В общем-то, все это я делал. Даже оперативку я пошел купил, и ничего мне не помогает. Вот, в итоге я все-таки решил ее отправить в Китай, то есть написал я продавцу, говорю, так и так, у меня ничего не работает, вот, записал ему короткий ролик, то, что я вот все запустил, и у меня экран не открывается. Вот, на что он мне ответил, говорит, что типа присылай к нам, вот, мы ее будем типа ремонтировать. Вот. Ну, естественно, если в Китай отправляешь им на гарантию, то пересыл за счет как бы покупателя, да, вот, поэтому я как бы здесь позвонил по сервисам, вот, и мне начали там вообще говорить то, что ты купил какую-то говноплату там за 5 вонючих тысяч рублей, да, вот, китайскую, непонятно где сделанную, вот, и что ты от нее типа хочешь, вот. И даже многие вообще не берутся, как бы это, а если говорят, там один мне говорит, принеси, типа мы посмотрим, но диагностика стоит 1500 рублей, то есть вот такие вот как бы у нас мастера. Вот. И не факт, что они сделают, в общем, никаких гарантий мне никто не дал вообще. Вот. Поэтому я решил ее отправить китайцу, вот. Взял у него адрес, позвонил на почту, мне сказали как бы заполнить там онлайн-декларацию, распечатать ее и прийти на почту уже отправить. По поводу отправки будет другой отдельный ролик, вот. Ну а по поводу вот такой вот неудачной покупки, как бы, ну, вот так вот получилось. Вот. Не делайте моих ошибок, лучше заказывать сразу с процессором, с матерью и с оперативкой. Вот. И чтобы у вас все было сразу, чтобы вы на столе собрали, проверили, вот. И как бы все, если что, можно было бы открыть спор. Вот. Но у меня пришла материнка быстро. Вот, что-то дня 3, наверное, да, или 5. Ну, короче, очень быстро приехала. Вот. И пока мне шел процессор и оперативка, как бы все сроки вышли, я спор уже не мог открыть. Вот. Так что вот такая вот петрушка у меня получилась. Вот. Поэтому не совершайте моих ошибок, все подрасчитывайте так, чтобы у вас было все, ну, чтобы вы могли все проверить сразу, вот, безо всякого геморроя, как у меня. Вот. Ну а если китайская плата не завелась сразу, то мне кажется, ее лучше сразу возвращать или полсуммы хотя бы вернуть, чтобы не нести расходы на пересыл. А пересыл стоит ориентировочно от 1000 до 1500 рублей. Вот материнская плата, вот эту коробку, да, в чем она пришла. Вот, я узнавал, ну, то есть там онлайн, когда забиваешь, все, вес там и так далее, и куда отправлять, вот, там выдает вот такой вот ценник за отправление. Вот. И сроки где-то примерно ориентировочно месяц. То есть отсюда через границу до Китая где-то месяц она будет ехать, как мне сказали. Вот. Ну, по поводу отправки я расскажу в другом видео, просто чтобы не затягивать, это и так получилось слишком длинное. Вот. Ну, а на этом пока все. Всем спасибо, кто смотрел. Прожмем лайк, подпишемся на канал. Всем спасибо, удачи, пока.